Серые волки – одни из самых известных и распространенных хищников. Они контролируют огромные территории Евразии и Северной Америки, держа в страхе даже самых крупных животных континента. Эти стайные охотники предпочитают леса, луга, ледяные пустоши и даже скалистые вершины гор. Но среди многообразия волков есть действительно уникальный подвид, ломающий все стереотипы об этих могучих хищниках. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и сегодня мы познакомимся с волками, которые не представляют своей жизни без океана. Встречайте, прибрежный волк. Прибрежные или морские волки почти на четверть уступают в размерах своим близким родственникам. Напоминая большую собаку, эти животные весят лишь около 30 килограмм. У них более стройное тело и длинные тонкие ноги, что стало своеобразной адаптацией для более удобного поиска добычи. Основная популяция морских волков обитает на берегах канадского острова Ванкувер, а также на островах к северу от него. Климат здесь также уникален, как и местные обитатели. Это зона умеренных дождевых лесов с богатой экосистемой, не самым жарким летом и относительно теплой зимой. Как и другие родственники, прибрежные волки исправно патрулируют свою территорию, основу которой составляет длинная береговая линия. И это неудивительно, ведь их рацион более чем на 80% состоит из морских обитателей. Регулярные приливы и отливы зачастую накрывают богатый угощениями стол. Всевозможные ракушки и мелкая рыба становятся отличной закуской. Но, как и положено природным санитарам, волки не оставляют без внимания и падаль. Туша морского льва – это превосходный, богатый калориями обед. При обнаружении добычи хищники подают голосовой сигнал остальным членам стаи, чтобы никто не остался голодным. Столь особенный образ жизни не требует выдающихся силовых показателей. При этом отпадает нужда и в крупной группе. Поэтому обычно стая состоит из альфа-самца, 1-2 самок и их потомства. Невзирая на принадлежность к виду самых сильных командных хищников, это крайне скрытное животное, и они избегают ненужных встреч, в том числе стараются держаться подальше от человека. Их не просто обнаружить, поэтому численность популяции до сих пор остается неизвестной. Тесная связь с водой позволяет искать пищу не только на берегу, но и в устьях мелких рек, где осенью на нерест собирается огромное количество лосося. В такой период рыба истощена и особенно уязвима, чем активно пользуются крупные хищные птицы и медведи. Столь важное событие не проходит и мимо морских волков. За годы эволюции хищники овладели совсем несвойственным для своего вида мастерством рыбалки. Они выслеживают цель, выбирают момент и набрасываются на добычу, заключая ее в объятия мощных челюстей. В отличие от медведей, волки не поедают рыбу целиком, отдавая предпочтение богатой жиром голове. Дело в том, что в почках и мышцах такой добычи множество токсичных бактерий, которые могут быть смертельно опасны для псовых. Кроме того, подобная избирательность снижает шансы заражения паразитами. Морские волки выходят на промысел не только днем. Зрение хищников превосходно адаптировано к темноте, а в отсутствие посторонних звуков их слух улавливает малейшую активность потенциальной добычи. Прибрежные волки делятся на две большие группы. Одни обитают исключительно на островах, другие живут на материковой части. Но жизнь и тех, и других тесно связана с водой. Одна из ключевых особенностей морских волков –
способность к затяжным путешествиям по воде. Они не только без страха бросаются в океан и превосходно плавают, но и преодолевают расстояние более 10 километров, смело перемещаясь между соседними островами. Кроме того, волки используют навыки плавания, чтобы незаметно подобраться к потенциальной добыче. Ученые полагают, что хищники могут охотиться даже на каланов, крупных морских выдр, которые проводят большую часть времени в воде, но в случае непогоды выбираются на сушу, где и могут стать жертвой голодного охотника. Густые прибрежные леса становятся надежным укрытием для малышей, логово для которых обустраивается среди корней огромных деревьев. Когда щенки подрастают, взрослые приучают их к более тесному контакту с водой, ведь это основа выживания прибрежного волка. Навыки рыболовства не заложены с рождения, поэтому родители показывают детям, как правильно добывать свой обед. Поначалу это кажется непосильной задачей, но уроки не проходят даром. Немного практики, и подростки уже не уступают в мастерстве рыбалки опытным охотникам. Взрослые волки могут голодать несколько дней, но когда приходит время долгожданной трапезы, они способны съесть до 1/5 от собственного веса. Нерест рыбы заметно упрощает жизнь волкам и помогает им пополнить жировые запасы перед зимним периодом. В естественных условиях хищники живут до 10 лет. Однако болезни, инфекции и голод могут преждевременно решить судьбу животного. Морские волки встречаются и на юго-востоке Аляски. Но вмешательство человека вынудило хищников искать другие свободные места. И сегодня здесь осталось лишь несколько десятков особей. Нетрудно догадаться, что раньше ареал обитания морских волков был намного шире. Сегодня же Канадские острова стали последним оплотом для этих уникальных и малоизученных хищников, которые развили невероятные навыки, чтобы приспособиться к жизни в этом изменчивом мире. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!